Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы продолжаем выполнять домашку по вложенным циклам. Начнем с первой задачи. Первая задача нам нужно что сделать? Вывести вот такой вариант ответа. Окей. Начинаем мы с того, сколько раз отрабатывает внешний и внутренний цикл. В наш внешний цикл работает 3 раза, потому что всего 3 вот таких вот комбинации получается. Внутренний 5, от 1 до 5. Начинаем мы с того, что возьмем наш внутренний цикл и внутри сделаем вот так. То есть самое первое, с чего у нас начинается, это с вот этих вот цифрок. Циферки эти — это результат работы вложенного цикла, поэтому и ответ я начинаю со вложенного цикла. После того, как я эти вложенные циферки написал, выхожу из внешнего и добавляю BR. То есть вот так. По итогу ответ реализован. Переходим ко второй задаче. Во второй задаче нам нужно уже сделать вывод посложнее. Смотря на то, что нам нужно, мы уже сразу ориентируемся: внешний 3, внутренний также 3. Начинаем мы ответ со внешнего цикла, потому что нужно добавить циферку 1 и вот эту вот дужку. Окей, я беру out плюс равно, дописываю в него I, это итерация наша, то есть или 1, или 2, или 3, плюс вот такая вот скобочка. Дальше внутри начинаются вот эти циферки. Хорошо, это у нас out плюс равно k. K у нас равняется 1, потом 2, потом 3 из-за наших условий. То есть от 1 до 3. Далее, когда мы нарисовали уже вот эту конструкцию, в конце нужно еще одну дужку добавить. Поэтому out плюс равно и вот такая вот. Если я это так оставлю, то при клике я увижу то, что все идет в одну строку. Но мне нужно все-таки добавить перенос. Перенос должен находиться вот тут вот, то есть перед двойкой или после нашей дужки. Я ставлю после, и это будет BR вот таким образом. Проверяем. И да, все работает отлично. Переходим к третьей задаче. Третья задача у нас 1, 2, 3, 4. Что-то похожее, кстати, у вас уже ранее было. Надеюсь, вы вспомните, как это решать. И тут нам нужно что? Во-первых, посчитать, сколько раз работать будет внешний и внутренний цикл. Внешний 4, внутренний 5. Потому что тут 5 символов. С самого начала начинаются вот эти вот переборы цифр. Я надеюсь, вы помните еще из прошлой домашки, потому что в прошлой домашке последняя задача, она максимально похожа, только мы еще перенос строки добавляем здесь. Но это выглядело примерно так. Out плюс равно I. Данные из первого внешнего цикла. Если я это так оставлю, то при клике мы увидим вот так вот, где все эти циферки идут в подряд. Поэтому отступ мне нужно добавить или перед вложенным циклом, или же после вложенного цикла. Где именно добавлять, разницы нет. По итогу у нас будет все равно такой же результат. Я добавлю после, и после это получается вот так. В принципе, как нам и надо было. Окей, на всякий случай я сделаю быстро диаграмму кода, чтобы вы хоть чуть-чуть ориентировались, как это работает. Работает это следующим образом. Когда я запускаю наш цикл, у нас по итогу out изначально пустая строка, и начинается выполняться вот эта логика. Эта логика у нас работает сколько? 4 раза. Я вот так вот комментарием таки делаю. 4 раза. От 1 до 4. 4 раза я вызову наш внутренний вложенный цикл. Вложенный цикл работает от 0 до 5. По итогу сначала у нас отрабатывает внешний цикл, он в свою очередь вызывает внутренний, а внутренний делает вот это. Вот это у нас, давайте я это развернутой записью напишу, чтобы нам даже удобнее было.
развернутая запись — это вот так вот. Когда у нас запускается, берется изначальное значение out, а у out — это пустая строка, плюс I 1. По итогу пустая строка плюс 1. Склеивание строк, ну и вот так получается. Потом, когда эта задача закончилась, у нас в конце выполняется k++, я увеличиваю эту переменную на 1, и происходит условие заново. Условие дает true, поэтому продолжает выполняться вложенный цикл. Он вновь вызовет эту логику, но при этом новом вызове out у нас равняется уже видоизмененному, то есть вот такому, а I, в свою очередь, до сих пор 1, ну потому что мы его не меняли. И этот I у нас добавляется столько раз, сколько работает вложенный внутренний цикл. Окей. Это так вкратце было. Если хотите более подробно, то лучше пройдите прошлую домашку. Там я этот момент прям хорошо описываю. По итогу задача номер 3 решена. Мы переходим к четвертой. К четвертой задаче нам нужно вывести вот такое. Это уже чуть сложнее. Во-первых, у нас сколько раз работает внешний, сколько внутренний цикл. Внешний 4, внутренний 5, потому что 5 символов. Мы начинаем с того, что я сделаю во внутреннем цикле out плюс равно A. Если же я так сделаю, то при клике у меня будет очень много ашек. Вот так вот. Попробую добавить перенос строки. Перенос строки — это у нас в конце out плюс равно br. Хорошо. Это у меня будет 5 символов, отступ, 5 символов, отступ. Проверяю. Да, уже лучше. Но нам же все-таки по задаче нужно выводить что? А, потом Б, потом А, потом опять Б. И тут уже нужно больше подумать. У нас какие-то, знаете, уникальные случаи, где при одном обстоятельстве выводится А, при другом обстоятельстве выводится Б. Разные случаи, условия. Получается, в этой задаче мне нужно использовать условия, если я хочу ее решить. Как я это условие буду использовать? Положу его внутрь вложенного цикла, напишу вот так вот. Если наш I равняется 1 или же равняется 3, то я добавляю А. А если условие дало false, то я буду добавлять B. Вот так. Проверим. Это у нас четвертое, я кликаю, и как-то не так. Наше условие дало 4 раза false, вот это. Я начинаю думать и вспоминать прошлый модуль. Если мы внимательно посмотрим, то как вообще должно это было работать? Если у нас I равняется 1 или I равняется 3, нужно выводить А. Во всех остальных случаях B. Когда я внимательно всмотрюсь в это решение, я вспоминаю отличия. У нас есть два оператора: оператор «и», оператор «или». Вот так он выглядит. Эти операторы, они изначально выполняют схожую логику, а именно они позволяют объединить два условия в одном ифе. Но объединяют они его по-разному. Если я говорю про оператор «и», то как он работает? Если слева true и справа true, то работай. Если хоть одно false, все false. И в данной конструкции оператор «и» нам не подходит. Ну потому что у нас наша переменная I не может в одном моменте времени равняться цифре 1 и тройке. А нам подходит оператор «или».
Помните, как работает оператор "или"? Если нет, то я напомню. Оператор "или" работает так. Если хоть одно true все выражение. Если не помните, я вот так вот напишу: 2 больше 5 или 4 больше 1. Когда я начну делать диаграмму этой строчки, то, как это будет у нас? Левое выражение дает по итогу false, потому что на самом деле 5 больше 2. Правое дает true. Из-за того, что я использую оператор или, у нас по итогу все true. То есть оператор или создан для того, чтобы объединить 2 условия. И если хоть одно true, то все true. По аналогу с оператором и, если хоть одно false, все false. Окей, по итогу мы нашу задачу решили, и у нас вывелся вот такой ответ. Можем переходить к пятой задаче. Пятая задача у нас чуть более интересная. Нам нужно вывести вот это, и изначально, как и всегда, а сколько раз работает внешний, а сколько раз работает внутренний цикл. Внешний 3, потому что, в общем, по 3 вот таких вот элемента у нас получилось. Внутренний 5. Теперь говорим про внутренний. Внутренний работает от 5 до 1. Поэтому я так и делаю. Эм, Прописываю k, пока k у нас вот так вот больше равняется 1. И также мы этот k минус-минус делаем, уменьшаем. Выполнили правильный вложенный цикл, после чего я могу взять out и в него дописать ту самый k, переменную нашу. В самом конце добавлю отступ, потому что каждый новый вызов с новой строчки должен идти. Обновляем и смотрим, как оно будет у нас отрабатывать. Это 5, кликаю на 5, и да, по итогу решили. Эта задача вообще не сложная была, в принципе, видите, главное правильно сориентироваться. Переходим к шестой задаче. В этой шестой задаче мне нужно вывести уже вот такой вывод. И опять внешний 5, внутренний столько раз, сколько звездочек. Получается тоже 5. Окей. У нас все начинается с циферки 1, это логика внешнего, поэтому я пишу out плюс равно I. Дальше внутри в вложенном цикле я добавляю звездочки. Это вот так вот. В самом низу добавляю отступ. Или более точно сказать, перенос на новую строчку. Вот таким образом у нас это будет. Проверяем. Ага, что-то не так, не отрабатывает. А знаете, что не так? Я случайно вот тут вот написал вот так. Это ошибка, и внимательно посмотрите, что я здесь забыл. Дам вам пару секунд подумать, а потом скажу правильный ответ. Правильный ответ. Плюсик. Если я поставлю плюс, это будет дописывать к старому новое. Если плюсика нету, то это будет работать так, что я полностью перезаписываю. После добавления данного символа отработало. Да, в принципе, то, что нам и нужно было. Окей. Можем переходить к седьмой задаче. Седьмую задачу я тут забыл подготовить, поэтому я сделаю вот так вот. Тут у нас опять же эти минимальные настройки. Подключил кнопку div, придал кликабельность, и прописываем ответ. Окей, что нам нужно сделать? Нам нужно при клике вывести вот это. Думаю, сколько раз работает внешний и внутренний цикл. Внешний у нас работает 4 раза, потому что в общем 4 вот таких комбинации. Внутренний тоже 4. Мы смотрим, что при выводе у нас должны быть только четные цифры. 2, 4, 6, 8.
И это значит, что мне нужно и такой же цикл сделать, только с четными цифрами. Получается, наш вложенный цикл работает с 2 до 8. При каждом вызове я буду брать k, напишу развернутой записью, k плюс 2. То есть при каждом вызове внутреннего цикла я буду увеличивать его на 2. Из-за чего у меня получится так, что при первом вызове k это 2, при втором 4, третьем 6, ну и так дальше. Надеюсь, вы эту особенность помните. На данный момент мы не будем останавливаться на объяснениях, потому что все это мы уже проходили. Сейчас мы проверяем ваши знания. Окей. Чтобы дописать ответ, я делаю следующее. Out плюс равно k, ну, это та самая циферка. А в самом конце, когда мы этот циферки подобавляли, я делаю добавление br отступа. Окей, как только мы это дописали, в самом конце я вижу еще, вот тут написано fun 6, я fun 7 поставлю, все-таки мы работаем с 7 задачей. И проверю. Клик. Почти так. Восьмерочки не хватает. Если не хватает и восьмерочки, значит мне нужно как-то скорректировать эту запись во вложенном цикле. Посмотрите внимательно, что я здесь не учел, из-за чего у меня появился неполный ответ. Дам вам пару секунд, а потом скажу правильный ответ. Правильный ответ. Он работает у нас до 6, потому что если k равняется 8, эта запись дает false. И это значит, что наш вложенный цикл повторно не выполняется. Но если же я добавлю равно, то все поменяется. И в таком случае восьмерка уже появится. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.